Друзья, привет! Меня зовут София Ксан. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Я здесь вам очень-очень-очень рада. Я художник-абстракционист, рисую картины в стиле флюид-арт, и сегодня я приготовила для вас что-то особенное. Я сняла для вас свой второй мастер-класс. Если кто не в курсе, у меня на YouTube-канале есть еще один мастер-класс. Он предназначен для новичков, для тех, кто никогда не работал в этой технике. Как и сегодняшний мастер-класс, просто техники будут немного различаться. Посмотрите. Приготовьте холсты, запаситесь красками и приступайте к рисованию. Я также приглашаю вас подписаться на мой инстаграм. Там я делюсь своим творчеством, своими работами, показываю немного закулисья, делюсь своими мыслями. В общем, там много интересного. Приглашаю вас. Ребята, еще очень важная информация. Обязательно прочитайте все, что написано под этим видео. Я жду от вас комментариев, я жду от вас вопросов, жду вашей работы. Пожалуйста, присылайте, делитесь. Для меня это очень-очень-очень важно. Ну что, ребята, желаю вам удачного творчества, желаю вам потока и вдохновения. Рисовать может каждый, тем более ты. Защитим наш стол чистым полиэтиленом. Приготовим перчатки, а также то, чем вы будете размешивать краску. Приготовьте маркер и 4-5 стаканов для краски. Также нам будут необходимы стаканы для того, чтобы поставить готовую работу. Подготовьте акриловые краски. Выберите 2-3 цвета. Также нам будет необходим белый цвет. Я его предварительно налила в стакан. Нам нужен клей ПВА и чистая вода. Также приготовьте полотенце, о которое вы сможете вытереть руки в случае необходимости. Сегодня вместо холста я подготовила пластиковую панель. Она размером 33 на 25 сантиметров. Вы можете рисовать на холсте. У меня таких панелей сегодня 2, потому что в сегодняшнем мастер-классе можно будет нарисовать целых 2 картины. Начинаем смешивать краски. Я буду готовить нежно-голубой цвет, поэтому к синему цвету я добавляю белый. Тщательно вымешивайте краску. Теперь добавляем клей ПВА. Кажется, я забыла перчатки. Клей ПВА добавляем в пропорции 1 к 2, то есть 1 часть краски, 2 части клея ПВА. Теперь я взяла синий цвет и тоже добавила к нему клей ПВА. Я буду смешивать цвета, и для этого использую белый лист бумаги как палитру. Мне нужно небольшое количество краски. Я буквально пальцами добавляю одну краску в другую. Чтобы понять, верное ли сочетание я подобрала.
Вы тоже можете воспользоваться этим советом. Чтобы не смешивать краски сразу в стакане, вы сначала можете попробовать смешать их на листе бумаги. Я вижу то, что у меня здесь совсем недостаточно синего пигмента, но цвет, который я получила, нравится мне еще больше. Тем не менее, я решаю добавить еще немного синего. Ну все, теперь можно добавлять клей ПВА. И опять белый лист, как палитра. Смешиваю новые цвета. Когда таким образом смешиваешь цвета, то ты уже заранее знаешь, что добавлять в стакан. Да, добиться определенного цвета может занять некоторое время, но это того стоит.
Сравниваю розовый цвет с тем, который у меня на палитре. Я вижу то, что он получился чуть светлее. Поэтому добавляю в него немного фиолетового. А теперь в самую точку. Добавляем клей ПВА. Теперь добавляем клей ПВА к белому цвету. Также в пропорции 1 к 2. И я добавляю воды. Я не буду говорить вам, сколько добавить воды. Все индивидуально. Клей ПВА может быть разной консистенции. Он может быть жиже или гуще, чем мой. Главная консистенция, которую вы должны добиться в конце, должна напоминать достаточно густой сироп. Из-за того, что скорость съемки увеличена, создается впечатление, словно краска очень жидкая. Но это не так. Это лишь иллюзия. Когда я буду лить краску на холст, вы увидите, что она достаточно густая. Я добиваюсь одинаковой консистенции для всех красок. Пару слов о белой краске. В конечном итоге ее должно получиться около 1 стакана. Этот бумажный стаканчик 250 мл. Изначально, когда я наливала краску, ее было где-то около 1/4. После добавления клея ПВА и воды у меня получился почти полный стакан. Теперь отмечаем границы нашего холста на полиэтилене. Если вы рисуете на холсте, а не на пластиковой панели, старайтесь не пачкать боковины. Теперь я готовлю поверхность к рисованию. Я снимаю защитную пленку непосредственно перед рисованием, чтобы туда не насела пыль, чтобы поверхность не поцарапалась. И откладываю холст в сторону. Да, сегодня мы будем лить краску прямо на стол, поэтому полиэтилен должен быть чистый. Разливаем белую базу по обозначенным границам. И равномерно распределяем ее по поверхности. Если у вас есть мастихин, вы можете использовать его. Я намеренно использую ложку, чтобы показать, что в этой технике специальных инструментов не требуется. Вы можете выйти немного за края обозначенных границ. Теперь начинаем рисовать.
Я строю композицию по диагонали. Произвольно рисую линии краской. Таким образом, вы можете заполнить все пространство картины или только лишь ее часть. Вы можете рисовать по диагонали или по вертикали. Подумайте об этом заранее. Обратите внимание, то, что я использую два активных цвета. Два цвета у меня достаточно светлых, пастельных тонов. Для начала я рекомендую использовать новичкам 2-3 цвета, не считая белого. Ну все, начинаем рисовать. Проверяем то, что поверхность нашего холста чистая. И опускаем ее на краску. Обратите внимание, как я пошатываю картину. Я делаю это намеренно. А теперь я осторожно разглаживаю, чтобы краска равномерно распределилась по холсту. Сейчас я буду поднимать картину. И поднимать я буду ее определенным образом. Я буду тянуть ее вверх. Посмотрите, какая красота получилась. Но у меня остался пробел. Это не страшно. Это можно заполнить после того, как вы подняли картину. Здесь вы также можете использовать мастихин. А можете ложку, как я. Теперь я слегка подую на картину. Посмотрите, какие ячейки будут образовываться. Главное делать это очень нежно, чтобы не раздуть рисунок. Но у нас осталась краска, и я решаю нарисовать вторую картину. Я заранее подготовила еще одну пластиковую панель такого же размера. Теперь я добавляю активные цвета к той краске, которая уже есть.
и перекладываю холст. Обратите внимание, что в этот раз я картину не расшатываю. Ровно прикладываю и аккуратно разглаживаю, чтобы краска распределилась равномерно. Поднимать картину я тоже буду несколько иначе. Обратите на это внимание. Я веду ее вперед и вверх. И получился совсем другой эффект. У меня также есть пробел, который я заполняю оставшейся краской. Я могу отрезать эту неровную часть. Могу изменить размер этой картины, когда она высохнет. А пока я хочу доработать немного картину зубочисткой. Я делаю стрелочки более четкими, задавая им направление. Ну все, как красиво. Чтобы картина правильно высохла, ее нужно будет поставить на 4 перевернутых чистых стакана. Прошло ровно 24 часа. Но не переживайте, если ваша картина будет сохнуть дольше. В среднем картина сохнет от 1 до 3 дней. Посмотрите, какая матовая, красивая она получилась. И немного фактурная. Это не передается по видео. Вот эту часть я отрежу и оформлю ее в багет. Ну а теперь посмотрим вторую. Эта работа мне нравится еще больше. Посмотрите, какие нежные ячейки. И здесь нет ни грамма силикона. А сейчас я хочу показать вам примеры, как можно оформить такие работы. Вам просто нужно будет пойти в багетную мастерскую и заказать для картины багет. Удачи вам!